Ребята из Антропика, это владельцы либо создатели нейросети Claude, они анонсировали на днях возможность подключения к Claude веб-поиска. Напоминаю, что для чего вообще нам нужен веб-поиск. Смотрите, когда мы строим своих AI-агентов через сервис N8N, какую бы версию модели и агента мы не ставили, в любом случае у него не будет доступ к актуальнейшим сегодняшним данным. Ему нужно обязательно подключать отдельную ноду с поиском в интернете. В качестве поиска мы можем использовать различные ноды. Например, мы можем использовать Perplexity, мы можем использовать ChatGPT Web Search. Это специальный ChatGPT, заточенный под поиск в интернет. Можем использовать Tavily и можем сейчас уже использовать Claude Web Search. То есть Claude позволяет также выходить в интернет и добавлять нашему агенту доступ в интернет, для того, чтобы у него всегда были популярные, не то чтобы даже популярные, чтобы у него всегда были актуальные данные на сегодняшний день, либо на тот момент, когда к нему приходит какой-то запрос. Проанализировать статью, перейти на какой-то сайт, найти какие-то интересные новости, подборки, какую-то тему разобрать. И чтобы все это было со свежими актуальными данными, а не с теми базами данных, которые выгружены, соответственно, в тех моделях. Например, ChatGPT 4.1. Вроде бы последняя модель ChatGPT, но у нее базы данных на 27 апреля 2024 года. То есть их базы данных, можно сказать, устарели. И у него нет свежей актуальной информации по какой-то тематике. Для этого мы как раз и используем дополнительные ноды, которые позволяют нам обращаться в интернет и искать в интернете, анализировать в интернете какую-либо информацию. На моем YouTube-канале уже есть подробные видео о том, как настроить поиск в интернете для нашего агента через ChatGPT Web Search, через Perplexity. И сегодня я хотел бы вам показать, как настроить поиск в интернете через Claude. Смотрите, с чего я хотел бы начать. Во-первых, да, вы, как всегда, можете скачать этот шаблон, где уже настроены все ноды для поиска в интернете, для любых площадок, для ChatGPT, для Tavily, для Perplexity, для Claude. То есть все эти ноды настроены, вы просто их берете, потом копируете к своему AI-агенту, подключаете, и у него получается доступ в интернет. Ну, это такой самый простой способ. Все ссылки на шаблоны N8N, которые я показываю в этом, либо в других своих видео, они всегда находятся в первом закрепленном сообщении. Переходите в Telegram-бот, и Telegram-бот вам подробно рассказывает, как вы можете получить доступ к базе шаблонов и Telegram-чату, где мы активно обсуждаем тему, связанную с N8N. Значит, второй вариант. Мы сейчас с вами здесь пошагово, я вам реально пошагово показываю, как настроить ноду Claude Web Search. Но для начала я бы хотел вам показать следующее. Значит, смотрите, вот статья с информацией, что появилось, соответственно, у Антропика. То есть, что они подключили доступ через API к интернету. Мы можем использовать эти модели, варианты настройки. Это все есть. Но здесь самое интересное вот прайсинг, то есть цены на поиск в интернет. И они достаточно, ну, как бы не то, что они не низкие, не высокие. Средний ценник, значит, за запросы Claude 3.7 Sonnet за миллион токенов $3. В принципе, нормальная цена. Но здесь есть отдельный прайс для поиска в интернете. То есть для того, чтобы наш агент обращался к интернету, к поиску в интернет мы должны заплатить $10 за каждую 1000 поисковых запросов. То есть, когда мы делаем один запрос, он может пролазить, поискать на многих сайтах, но мы все равно заплатим как за один запрос. Это, на мой взгляд, очень интересная ценовая политика. Плюс мы заплатим за определенное количество токенов. Я считал, в среднем там один запрос, это получается сколько у нас? 1000 запросов, $10 за 1000 запросов. Это получается 1 цент, да, насколько... 1 цент за один запрос. В принципе, хорошая, адекватная цена. Плюс еще несколько центов мы заплатим за то, чтобы нашу информацию сам Claude обработал. Хорошая альтернатива поиску и подключению к нашему агенту именно поискового робота. Значит, смотрите, что мы делаем? Мы создаем новое workflow пространство. Я могу сразу же выбрать вариант, когда мы будем запускать его через чат. Но, смотрите, я много тестировал именно поиск в интернете через Claude. Возможно, где-то возникла у меня ошибка. Но в таком варианте он
идет запрос в интернет, но у него нету робота, который как бы внутри клода обрабатывает всю эту информацию. И в итоге, когда мы работаем с клодом через поиск в интернете, вот по такой схеме, через обычный чат, через обычный запрос, мы получаем достаточно мусорный вариант ответа от клод. Поэтому я бы рекомендовал сразу же добавлять своего AI-агента к поиску в интернете для того, чтобы он обрабатывал ту информацию, которая, соответственно, приходит от Клода. Потому что у Клода есть свои ограничения, свои особенности. Значит, давайте здесь тогда сразу же подключим AI-агента, который будет обрабатывать наш запрос. То есть мы не будем делать отдельную ноду HTTP request. Мы ее можем сделать вот на таком этапе. Здесь мы можем подключить модель. Ну, давайте, раз мы работаем с Клодом, подключу сразу же модель Claude 3.7 Sonnet. Хорошо, эту модель я буду использовать. Здесь, смотрите, нету доступа в интернет. То есть, если я его сейчас спрошу, да, какое сегодня число, то он мне даст информацию о том числе, даже вообще, видите, не дал. Я не могу точно сказать, какое сегодня число, так как у меня нет доступа к текущей дате. Я не подключен к интернету и не имею возможности, соответственно, проверять. То есть, у него нету доступа в интернет. Мы в этом таким образом можем убедиться. Значит, что нам необходимо сделать для того, чтобы у него был доступ к интернету? Нам необходимо подключить сюда дополнительную ноду. Либо HTTP request. Мы можем прямо отсюда запустить эту ноду. То есть здесь ввести определенные настройки. Либо мы можем подключить отдельную ноду, которая будет дозваниваться call new N8N workflow tool, то есть дозваниваться именно ноде, которая заточена под поиск в интернете. Сейчас мы эту ноду с вами здесь создадим. То есть пока оставляем как есть. Давайте переименуем. Это у нас будет Claude Web Search. И здесь нам необходимо создать ноду. Мы выбираем HTTP request ноду. Пока ее оставляем в таком виде. Добавляем ноду звонка. Это триггер звонка, чтобы это дозванивалось этот процесс дозванивался уже непосредственно в нашу ноду HTTP request. Пока также ничего не настраиваем. Значит, соединяем их и будем редактировать ответ, то есть для того, чтобы ответ был более-менее в подходящем виде. Хотя давайте вот даже без него попробуем, мне даже самому интересно, как это будет работать. Значит, здесь куда мы будем дозваниваться? Мы будем дозваниваться в ноду Claude Web Search. Вот, Claude Web Search, отлично, она еще не настроена, он говорит. И здесь мы пропишем, соответственно, имя, это будет Claude Web Search, да, и также вот эту ноду, само название мы изменим вот таким вот образом. Для чего мы это делаем? Когда у нас есть большое количество нод, которые звонят куда-то в стороннюю, делают сторонний запрос, даже если они находятся в рамках там одного workflow пространства, одного процесса, то мы в любом случае должны сказать ему, да, куда он должен дозваниваться. Почему-то название не изменилось. Наверное, я не нажал слово rename. Все, Claude Web Search. Чтобы он понимал, к кому переадресовывать тот или иной запрос, связанный с этой задачей. Значит, дальше мы настраиваем эту ноду. Мы здесь будем получать всю информацию. Так, мы здесь будем, не могу попасть, получать всю информацию, да. Message. Окей. Все, всю эту информацию будем подключать. Сейчас у нас здесь должна обновиться эта информация, то есть что мы должны делать. Но прежде мы еще добавим в него информацию, скажем ему, что ты должен, соответственно, звонить сюда, когда будет запрос на поиск чего-то в интернете. Все, окей. Окей, значит, здесь можем нажать Test Step. Данных нет. Здесь появились эти данные. Значит, какую информацию мы сюда будем отправлять? Давайте также нажмем Open Chat, спросим его, какое сегодня число. И сюда добавим как раз этот запрос, какое сегодня число. То есть наша основная задача это сюда, чтобы он отправлял запрос по сегодняшнему числу. Сейчас не смотрим, на что он там ответил, он ничего хорошего нам не написал. Значит, сейчас наша основная задача это настроить ноду HTTP request. Давайте ее также переименуем на Claude Web Search.
Мы переходим для этого в документацию, то есть здесь в этой статье, либо под этим видео я также размещу ссылку на документацию. Документация от Антропика, она также есть вот здесь вот по ссылке документация, но открывается в этом же окне. Значит, здесь нам необходимо скопировать вот эти данные, которые нам предоставляет Claude, и вбить их просто вот сюда. Нажимаем Import from URL, вбиваем эти данные, все. Значит, у нас настроена нода поиска в интернете через Claude. Единственное, да, вот я бы хотел привести опять в более-менее подобающий вид для этого. Вот этот раздел с API ключом и Anthropic API ключ, мне сюда необходимо просто ввести свой API ключ от Claude. Для этого мне необходимо зайти в личный кабинет, перейти в раздел API и там создать новый ключ и скопировать его сюда. Я же его перенесу в раздел с авторизацией, то есть я выбираю вот этот третий вариант. Здесь выбираем, здесь у нас header с аутентификация, и выбираю и создаю, соответственно, здесь Claude API Search. То есть я ввожу сюда name. В качестве name я использую вот это вот name x API key. И в качестве пароля я, соответственно, вставляю свой API ключ сюда. У меня он уже настроен, поэтому я просто выберу свой уже настроенный, а этот удалю. Все, окей. Значит, поиск в интернете у меня сейчас будет приходить. Единственное, мне необходимо еще настроить запросы. То есть мы здесь можем посмотреть в документации, какие возможности у нас открываются. Во-первых, у нас есть возможность идти, то есть искать в определенных локациях, например, здесь Сан-Франциско, Калифорния, страна, временная зона. У нас есть возможность блокировать какие-то доменные имена, с которых мы не хотим черпать информацию. У нас есть возможность как бы добавлять какие-то доменные имена, у которых есть эта возможность. У нас есть возможность вот выбрать модель Web Search, такая-то, такая-то, и имя этой модели. То есть в таком варианте он должен присылать нам ответ. И, в общем, если возникнет ошибка будет такого формата, и здесь сказано, как эту ошибку исправить. То есть здесь в документациях есть подробная информация о том, как настроить под себя ноду Claude. Нас же сейчас пока интересуют базовые настройки, там каждый уже под себя будет донастраивать. Если не знаете как, просто копируйте этот код, копируйте, соответственно, с документацией, скажите, мне необходимо там добавить вот эту вот информацию в код поиска в интернете. И либо там скопируйте просто страницу, и он вам все это подскажет. Значит, сейчас есть какой запрос? Здесь есть вот такой вот запрос. Нам его необходимо изменить. То есть нас не интересует вот это вот такого вида запрос. Поэтому что мы делаем? Мы здесь нажимаем Test Step. Здесь мы выбираем месседж, который к нам пришел. Здесь месседжа никакого нет. Мы его просто перетаскиваем. Так. Куда-то не туда я его перетащил. Да, мы его просто перетаскиваем вот сюда, где роль юзер. И, соответственно, у юзера есть такой-то запрос. Какой-то запрос. Мы этот запрос просто сохраняем. Сохраняем и окей. И все, у нас нода, в принципе, базово настроена. Мы сейчас можем ее протестировать. То есть все, никаких сложностей с поиском, с обработкой и поиском в интернете у нас здесь не должно быть. Давайте откроем также OpenChat и введем, ну давайте, какое сегодня число, наверное, очень скучно. Давайте вот возьмем какую-то страницу, вот страницу с новостью от Claude, этой страницы нет, и спросим его, что написано на этой странице. Теперь он обращается к поиску, то есть к доступу в интернет. То есть если бы мы его спросили, что написано на этой странице, он бы нам так же, как и с вариантом с числом, он бы сказал, я не знаю, что написано, соответственно, на этой странице. Здесь же он обращается к поиску в интернете, что написано на этой странице, ищет информацию, что написано на этой странице. Он получил информацию от Claude Web Search. Видите, вот в таком вот виде. Сейчас мы с вами это все подробно разберем. И дальше он должен эту информацию переработать и дать нам уже конкретный четкий ответ, что написано на этой странице. Смотрите, на странице размещена информация о предоставлении веб-поиска в API
Anthropic, вот основные содержания. То есть он вытащил основные детали, которые ему дал поиск в интернете. Если мы посмотрим, да, как сработало это, так, мы здесь ничего не увидим, только выполнение. И обработал эту информацию. Почему я рекомендую именно подключать поиск в интернете через такую ноду? Смотрите, здесь мы отдельно, давайте скопируем эту ноду, вставим ее. То есть мы будем использовать вот через основной чат, запрос в чата без доступа AI-агента. То есть напрямую мы будем спрашивать, что, например, написано на этой странице. И здесь единственное, нам необходимо изменить вот этот вот параметр, потому что он будет не через сообщение приходить, а вот отсюда, да, что написано на этой странице. Вот. И если мы этот же запрос отправим вот в таком виде, то мы в качестве ответа получим, ну, там большой достаточно текст, который не обработан. Когда же мы работаем через AI-агента, AI-агент позволяет обрабатывать тот большой запрос, который, соответственно, к нему приходит. Давайте дождемся. Вот, и смотрите, здесь нету, в отличие там от того же ChatGPT, нету как бы с обработки этой информации. И он выдает в таком, ну, достаточно тяжелом формате информацию о том, что написано на этой странице. Он показывает количество токенов, которые он использовал для поиска, показывает количество поиска, то есть это был один запрос на поиск, и, соответственно, информацию вот в зашифрованном виде. И отсюда нужно вытаскивать, уже достаточно тяжело вытаскивать вручную всю эту информацию. Вот текст такой-то, он не систематизирован, его нужно чистить. Лучший инструмент для чистки, соответственно, здесь будет сам ChatGPT. Возможно, они когда-нибудь подправят, конечно, этот момент. Ребят, этот и другие мои шаблоны вы всегда можете скачать в первом закрепленном сообщении, либо в разделе описания под этим видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, Telegram канал. С вами был Игорь Зуевич. Пока.